Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студий перманентного макияжа. Сегодня мы будем делать веки. У нас классическое азиатское нависающее веко. Его надо открыть. Это мы сделаем при помощи широкой теневой стрелки. Классическая стрелка с четкими границами будет смотреться слишком тяжелой для этого века. Поэтому у нас будет стрелка с мягкими границами, сходящими на нет. Она будет, довольно широкая. При открытом глазе ее будет почти не видно, а вот при закрытом будет видно, что там большая работа сделана. Посмотреть этот и другие наши видеоуроки вы можете на нашем сайте PMU3. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Также вы можете смотреть нас постоянно в Перископе, где мы онлайн даем много очень информации. И задать любые вопросы вы можете в наших соцсетях, в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Инстаграме. Процедура перманентного макияжа век длится обычно в районе 1,5 часов. Естественно, от объема работы зависит время. Чем шире стрелка, тем дольше мы будем работать. В эти 1,5 часа входит отрисовка эскиза, анестезия и сама работа. Сегодня у нас будет теневая стрелка. Это такое мягкое напыление, без четких границ. Бывает она цветная, бывает она не цветная, то есть черная либо черно-коричневая. Цветную мы делать не будем, мы не хотим. Цветную надо делать тем, кто очень сильно просит, очень сильно хочет ее, долго ходил с такой стрелкой. И ни в коем случае нельзя настаивать и предлагать такие эксперименты, потому что цветная стрелка держится довольно долго, на веке вообще все держится долго, и она может надоесть, и это будет потом долгое и сложное удаление. Поэтому делайте теневые, широкие, цветные стрелки только тем, кто совершенно точно уверен в том, что он этого хочет. У этой техники есть одно достоинство большое. Она довольно воздушная, она не имеет четких границ, мягкая, и сходит она быстрее, чем плотно прокрашенная стрелка. Когда мы красим плотно, там в коже находится много пигмента очень, и, естественно, он и держится дольше. Теневая стрелка может уйти в районе 1,5–2 лет практически полностью. А плотно прокрашенная, она, скорее всего, дольше продержится раза в 2. Ошибки, часто допускаемые неопытными мастерами, это неправильно зафиксированный эскиз. Этому надо уделить очень большое внимание. Если его неправильно зафиксировать, то стрелки могут смотреть в разные стороны, там одна чуть ниже, одна чуть выше, и это уже не изменить будет. Потом большое внимание надо обратить на зону, где сходится верхнее и нижнее веко, вот во внешнем уголке глаза. В ней работать нельзя, либо вы должны быть очень опытным мастером, потому что часто пытаются свести между собой нижнее и верхнее веко, а соединять их нельзя. Сейчас мы перейдем к отрисовке эскиза. Его надо рисовать долго, тщательно, и вы должны нарисовать эскиз, который будет максимально понятен вашему клиенту. То есть это не может быть 5 точек, до которых вы прокрасите. Вы должны показать плотность, вы должны показать примерный цвет, который получится у вас, когда заживет, чтобы, если это цветная стрелка, чтобы подобрать оттенок, который сделает более яркими глаза, допустим, саму радужку. Но у нас сегодня будет обычная не цветная стрелка, поэтому мы сейчас начнем рисовать и все посмотрим. Всегда делается межресничка черной, межресничка и нижний выход стрелки. Это не стоит делать его коричневым, потому что когда коричневые оттенки уходят, они часто уходят через теплые такие красноватые оттенки. Это чревато такими воспаленными глазами. Лучше пусть это будет такой с серинкой что-то на выходе через время, чем с краснинкой. Рисуем мы обычной гелевой ручкой, черная паста, которая легко размазывается, и ею можно показать воздушность, там переходы. Начинать стоит всегда со сложного глаза. Сложный глаз – это тот, который, если я правша, у меня он, это какой, левый? Правый. У меня он правый. Почему? Потому что я начну рисовать, и я буду рукой закрывать вот эту часть лица. Я в итоге, если начну с этого глаза, мне его будет нарисовать просто, я буду все видеть, а потом мне перенести, отзеркалить стрелку будет довольно сложно. То же самое, кстати, и с бровями работает. И вообще мы рисуем каким образом? Я ставлю точки, где должны закончиться стрелки, потом я ее положу и лежа спокойно нарисую, потому что обычно, когда вы рисуете, глаза моргают непроизвольно, это такое движение щекотное, и стрелка получается неровная, рваная, некрасивая, это удлиняет процесс работы. Мы пользуемся таким методом, так, сейчас давно уже.
А вот в эту вот складку заходить не стоит, то есть мы должны пройти в итоге под ней. Либо это может быть такая воздушная размытая часть верхняя, чтобы она не имела четкой границы, которую складка изломает. То есть если я здесь вот сейчас выведу широкую ровную линию, то при открытом глазе, скорее всего, она будет таким зигзагом смотреться, это не очень красиво. Теневая стрелка и вообще тени на глазах, они хороши именно тем, что можно внешней частью войти вот в эту складку. Она бывает, вот здесь у нас глаз довольно открытый, бывает прям нависшая, вот такая, но все равно можно придать миндалевидности глазу, вот именно с ней. Это делается проще всего, с теневой стрелкой. Кстати, новичкам пользоваться стоит вот таким правилом. Вот внешняя нижнего века часть, ее продолжение должно создавать линию вашу, в принципе. То есть вы можете вот так вот приложить ее, поставить точку, где должна находиться внешняя конечная часть стрелочки вашей. Редко бывает, когда клиент хочет вот вывести куда-то вот сюда, в запятую. Получается, что, и вы должны от этого отговорить его в идеале. Получается, что мы должны всегда глаз вытянуть и приподнять, потому что, в принципе, во всех народах красивым считается глаз такой миндалевидной формы. Никто не рисует его вниз, никто не вытягивает его просто в сторону. Нам надо немножко приподнять и вытянуть кверху. Ну и вот таким образом, уже лежа, закрытым глазом, который не дрожит, мы можем вывести четкую линию, если она нужна, если это стрелка, либо серию точек мы ставим. Я не прокрашиваю полностью, потому что мне надо будет сейчас растушевать при помощи ватной палочки просто, чтобы это выглядело так более-менее воздушно, не плотным прокрасом. В межресничку мы не лезем, межресничка всегда черная. Она от первой ресницы до последней в уголке глаза, она просто черная, плотно прокрашенная. А верх надо обсудить, насколько широкий, где он заканчивается. Сейчас когда мы сели, одобрили, один глаз нарисовали, не стоит никогда рисовать два глаза сразу, потому что она может сказать, нет, это вообще не то, и получается ваша работа зря была совершена. Когда она с открытыми глазами, мы находим где, так, сквозь меня и куда-нибудь туда далеко, мы находим внешнюю точку, где она будет. Потому что складки на глазах сложены по-разному у всех. Одна чуть открытая, больше, другая чуть опущенная. И нам надо примерно найти место, где где заканчивается наша стрелка, чтобы они смотрели в одном направлении. Ну, все, я нашла это направление. Оно очень относительно. То есть иногда бывает, что нужно одну стрелку сделать чуть длиннее даже, чем другую, чтобы в итоге глаза выглядели одинаковыми, потому что мы очень несимметричны, и очень часто глаза прям совершенно разные. Фиксируем эскиз. Каким образом? Мы это делаем водостойким белым карандашом. Очень важно не рисовать по коже, на которой лежит ручка. То есть если вы видите, что где-то местами у вас размазалось там, где не должно, то есть это допустим, граница внешняя, она должна быть прям четкой и чистой. Иначе может поплыть стрелка на карандаш, не удержит эскиз. И таким образом вы аккуратно, четко фиксируете. Так как часто мы фиксируем только внешний кончик, потому что там дальше дымка на нет сходящая, либо уходящая в межресничку. А здесь, что за шпагаты? А здесь у нас важна линия до самого уголка глаза, поэтому я буду фиксировать полностью, потому что в самом начале мне нужно, и это крайне важно, зафиксировать эскиз. На веках случается отек часто, и потом уже исправлять ничего нельзя. Вы не можете делать пошире, вы просто работаете с цветом потом. Поэтому крайне важно в самом начале, на первом проходе, зафиксировать эскиз. Перед процедурой вы должны обязательно узнать, есть ли линзы у модели. Если они есть, у нас их нет, она уже их достала.
надо достать. То есть нельзя работать с линзами на глазах, это очень важно, потому что пигмент может попасть между линзой и роговицей и повредить ее. Я просто видела не раз мастеров, которые так работают. Это неправильно, так нельзя. Перед процедурой вы должны обязательно и очень тщательно рассказать клиенту о важности того, что вы будете делать. То есть надо донести до нее, что нельзя открывать глаза, нельзя сжимать глаза, нельзя трогать глаза руками. Вы будете предупреждать о каждом своем движении, чтобы человек, он боится, когда у него глаза закрыты, и он не видит, что происходит и что с ним сейчас будут делать. Он может вздрогнуть, попытаться открыть глаза. Вам надо максимально расслабить клиента и предупреждать о каждом своем движении, о том, что вы будете делать. Анестезия не должна попадать в глаз вообще. Ни первичная аппликационная, ни вторичная, которая тоже аппликационная, но она более жидкая. Анестезию мы наносим на кожу века сверху. Мы даже сейчас не будем лезть в межресничку особо. Наносим мы ее с помощью шприца обычного, в который мы ее до этого набрали. У шприца отрезана иголка для того, чтобы можно было удобно, прям тонкой линией, локально в нужные места наносить ее. Это очень удобно. Во все анестезии добавляют какое-то вещество, которое делает кожу более рыхлой, что ли, и чтобы она проникла внутрь, глубже. Поэтому она не должна попасть в глаз. Также может случиться аллергическая реакция и чревато ожогом роговицы. Поэтому это прям крайне важно, и вы должны клиенту донести важность этого, потому что ожог роговицы – это инвалидность. Смотря какая степень, конечно. И я наблюдала, я видела, как клиент сквозь пленочку, у нее лежит анестезия, сверху пленочка, и она в телефоне смотрит сообщения. То есть телефоны выключены, убраны вообще, потому что рефлекторно многие тоже пытаются посмотреть, кто там им звонит. Обязательно перед процедурой надо сходить в туалет, чтобы потом не хотелось встать. Наносим анестезию. Анестезию мы наносим, не затрагивая эту границу, не затрагивая границу между белым и черным. Анестезия в виде густого геля, это лайдеп. Я наношу ее на всю эту поверхность века. Она не срабатывает прям точно там, где лежит. Она чуть-чуть, место ее действия, оно чуть больше, чем то, на котором она лежит. Поэтому вы можете смело, не бояться работать там, где анестезия не лежала, там обезболиться также точно, спокойно. Это место, где стрелочка, тоже, оно почти самое малочувствительное, поэтому сюда я особо даже, видите, до кончика не дохожу. Если я положу анестезию прям везде, то есть вариант, что эта граница, она расплывется, и мне будет не совсем понятно, где работать. Наношу я ее сразу на 2 глаза, можно сюда чуть-чуть больше, где межресничка, но в саму межресничку я ее не закладываю. Чтобы лучше сработала анестезия, не подсыхала, мы закрываем ее пленкой. 2 кусочка пленки. Анестезия должна полежать минут 10-15. В это время вы готовите рабочее место свое полностью, чтобы больше не вставать уже. И таким легким движением ее просто прилепить к анестезии. И вы должны объяснить клиенту, что если вдруг запечет внутри глаза, то чтобы он сразу сказал, несмотря на то, что вы там долго рисовали эскиз, в глаз анестезия попасть не должна, поэтому если вдруг запечет внутри глаза, то надо срочно промыть. У вас должны быть капли какие-то стоять для промывания. Мы используем обычную стерильную воду для инъекций. На каждую отдельную процедуру своя ампула. Это очень удобно, потому что часто я видела, мастера носиком касаются, он пачкается. И вообще, в принципе, нельзя даже для одного клиента носик постоянно тыкать в глаз, а уж разным и подавно. Но я видела такие вещи, поэтому мы используем одноразовую воду для инъекций. Сейчас покажу. Вот она просто обычная. И она у нас стоит прям готовая. Если вдруг попадет
глаз, то мы сразу ее промоем. И в конце процедуры мы тоже ее глаз промываем, чтобы пигмент в глазу не оставался. Ничего не печет, нормально все? Надо предупреждать, что на коже любые вот печет, чешется, покалывает, это нормально. Анестезия работает, мы работаем. Но внутри глаза, вот именно на слизистой, не должно быть ощущений покалывания и жжения. Если вдруг они появились, то надо срочно сразу промыть глаз, причем обильно, не капелька, а прям обильно, струйно промыть. Если вдруг у вас очень сложный эскиз, и все-таки в глазу запекло, допустим, вот в этом, вы поворачиваете вот так на себя, чтобы стрелку не испортить, приоткрываете глаз и струйно промываете. Вот здесь вот часть размоется, возможно, но вот эта внешняя часть сохранится. То же самое вот с этим глазом. Если вдруг попало в него, то вы от себя отворачиваете, глаз приоткрываете и промываете струйно. То есть есть вариант сохранить эскиз, если вдруг вот она попадет. Но самое главное просто не наносить его прямо в межресничку, и все, в принципе, очень сложно ему попасть. А перед процедурой, вот когда мы нанесли анестезию, в принципе, она просто лежит 10 минут, мы даем прослушать нашим клиентам аудиозапись того, как будет вести себя кожа, чего ждать по заживлению, как это будет выглядеть, как ухаживать за каждой конкретной зоной. Ну, вот в сети наших студий мы это делаем для того, чтобы мастера, ну, как бы сказать, не так уставали, много разговаривая. Все, чем мы пользуемся, все, до чего мы дотрагиваемся, мы перед процедурой заворачиваем в пленку. Это барьерная защита. Так как вот эти вещи, подставки, они пластиковые, их невозможно простерилизовать. Мы их обрабатываем до процедуры и после растворами специальными. Но, тем не менее, мы еще и их заворачиваем в барьерную защиту. Обязательно надо перед процедурой показать одноразовый инструмент, ну, клиенту показать, чтобы он был уверен, что с ним работают одноразовыми расходными материалами. Работать мы сегодня будем единичкой. Ну, такая манипула, это аппарат NPM. Единичка. 0,25 единичка. Можно 0,3, в принципе, особой разницы нет. Пигменты мы выбрали. Межресничка будет закрашена черным цветом. Это мы делаем всегда, в 100% случаев. И вот растяжка будет такая черно-коричневая с зеленой серединкой. Предположительно, это должно зажить, ну, с таким легким бликом, ну, чтобы не было прям глухой черной стрелы. В принципе, всегда это можно сделать ярче, это не будет выглядеть слишком там ярко и парадно. Лучше всего закрывать грудь клиента, потому что мы будем облокачиваться рукой, и потому что можно испачкать одежду, поэтому лучше закрыть. Так, я подготовила все, что нужно для процедуры. Это пигменты. У нас будет черный, коричневый и теплый зеленый, который мы вольем в серединку. Это анестезия, вазелин, микробраш, которым мы будем наносить анестезию, чтобы она не текла в глаз. Это не ватная палочка на веке, а микробраш. Ватные диски, ватные палочки. Это обычная вода, которую мы смачиваем, в которой, чтобы стирать анестезию. Пигменты мы выбрали, я выбрала, господи. Аква, машинка NPM, единичка 0,25 для теней. Для теней я люблю ее больше всего. У меня не получается работать пучками. Пучками чаще получаются пятна. Такой вот прям тоненький кончик вывести, легкую прям воздушную растушевку, мне, на мой взгляд, лучше всего делает единичка. Скорость будет у нас 100, минимальная, чтобы сильно не травмировать кожу. Вылет я люблю максимальный, на котором поступает пигмент. Я люблю видеть иглу, кроме того, чтобы пальцами контролировать по вибрации, по глубину погружения. Я люблю еще и глазом это видеть. Поэтому на маленьком вылете я не работаю. Фиксировать эскиз я буду коричневым. Внешняя вся часть у меня коричневая. Стрелочку я потом прокрашу черным, но я не могу черным лезть вот в эту часть.
где у меня воздушный коричнево-зеленый цвет. Поэтому сначала я буду работать коричневым. Я заматываю в пленку сам аппарат, саму манипулу и весь тот кусок шнура, который я буду трогать. Конечно, потом после процедуры и все это обрабатывается жидкостями специальными. Но в нашем случае это из Стилодес. Но их очень много, на ваш выбор. Но так как вот эти все части, их невозможно, это резина и пластик, их невозможно засунуть ни в какой сухожар, мы пытаемся извращаться. Но сейчас я просто проверила, подает ли машинка пигмент. В принципе, это будет, в общем-то, понятно только на коже, но пока нормально все. Вы должны проверить, не брызгает ли, не поливает, не повисает ли капля, чтобы не мешало вам, потому что если капля упадет, его придется стереть, и вы потерять можете эскиз, поэтому надо подготовиться максимально, чтобы все было идеально. Тут у нас вода, которой мы будем промывать глаз в процессе. Все, мы готовы к процедуре. Анестезию мы не стираем, мы ее вот промакиваем такими легкими движениями, она должна впитаться, чтобы не размазать эскиз ни в коем случае. На самом деле кожа, в принципе, если будет чистая, если сотрется вот этот эскиз нашей гелевой ручки, это даже хорошо, потому что я, допустим, люблю видеть четко след, который остается. Если вы будете работать сверху, допустим, ручки или какой-то подводки или теней, вы можете положить пигмент слишком ярко, ошибиться. Поэтому кожа в идеале должна быть чистой, то есть у вас должна быть граница карандаша белого, до которой вы работаете. Осушить надо полностью, чтобы нигде не было остатков крема. Руки должны быть сухие, чтобы не скользила кожа, чтобы у вас была возможность зафиксировать эскиз максимально идеально. Так как мы будем рисовать коричневым вот в этой части, на черном его просто может не быть видно. Должна машинка оставлять серию точек. Вот сейчас вылет у меня большой, надо его сделать меньше все-таки еще, чтобы прям оставался след хорошо видимый. И вот эта вот линия внешняя, которая самая яркая, она очень важна, поэтому ее нужно зафиксировать прям четко. Причем это у нас цвет коричневый, и я вхожу иглой в кожу и прям такими мелкими штрихами прорисовываю. Во время процедуры нанесения теней на веки крайне важно натяжение кожи. Вот я сейчас натягиваю, получается, в 4 даже стороны. Я фиксирую четко пальцами. Нормально? И растягиваю в противоположную сторону. Вот этим пальцем я тоже оттягиваю. И еще и рукой рабочей я оттягиваю на себя, чтобы мне была натянута полностью кожа. И можно проверить, когда вы пройдете все полностью. Штрихи в итоге у нас должны собой представлять решетку. То есть они должны ложиться друг на друга, чтобы это было равномерно. Чтобы прокрас был равномерным. И чем лучше натянута кожа, тем лучше будет ложиться пигмент и проще его наносить. Я отжимаю ватную палочку, и в месте, где я не боюсь потерять эскиз, я стираю, проверяю, ложится или нет, насколько хорошо ложится. Кожа травмируется, в принципе. Коричневый цвет, он такой сложный. Вот видно, вот здесь вот я не работала, и кожа такая голубоватая, а вот здесь сверху она коричневая. Коричневый, он же по оттенку ближе к нашей коже. Поэтому не переборщить бы с ним. Получается, появляются мелкие кровоподтеки такие. И на их фоне зеленый цвет будет практически не виден. Поэтому с зеленым цветом тоже надо быть осторожными и не влить его слишком много.
Когда я зафиксировала эскиз, я уже не боюсь, я могу стирать, проверять постоянно, потому что это важно, на насыщенность прокраса смотреть. Слушай, ну у тебя кожа вообще огонь. Если течет слеза, допустим, и пальцы скользят, то можно ватным диском натягивать, очень удобно. Если плохо ложится пигмент, то можно под небольшим углом к коже его вносить под кожу, но это только там, где у нас глухо черно прокрашенная стрелочка. Сейчас чуть-чуть попечет, не кисло везде, хорошо? Сейчас я помашу. Анестезия на секунд 10-15 печет, потом проходит. Анестезию мы наносим вот на поверхность, где работали. Так как здесь у меня сейчас черный пигмент, я сначала зафиксирую внешнюю часть стрелки, потом промою и коричневым пройдусь. Точно так же я прохожу и протираю в одном месте, где я не боюсь потереть. То есть вот нижняя часть стрелки у меня зафиксирована. Вот эта часть нижняя у внешней границы стрелки, она должна быть четкая. Ну вот в нашем случае она должна иметь четкие границы. Она должна быть плотно прокрашена. И кончик у этой стрелки должен быть тоже четкий и тоненький очень. Поэтому вот здесь вот в конце я замедляюсь и такими маленькими легкими движениями, никакими большими, а маленькими такими штришками, я вот сюда прихожу прям в самый кончик, чтобы он был тоненький. Вот к внешней части, где более воздушная, я делаю движения более поверхностные и чуть-чуть шире шаг, чтобы такие точечки оставались. Они потом расплывутся в коже. А вот где межресничка, в этом месте нам надо яркий черный плотный прокрас, поэтому здесь я кладу плотно и даже под небольшим углом к коже. Чтобы четко оценить картину, вы должны очень хорошо промывать, особенно вот где межресничка. Между ресниц часто пигмент плохо смытый, потом вместе с корочками отходит и получаются пробелы. Вот сейчас здесь видно, что есть вот небольшие пробелы. Я к ним вернусь и их закрою локально, вот такими легкими движениями на вылет. Они иногда получаются, потому что веко, оно имеет такую вот форму, и натянуть его прям идеально невозможно. Поэтому вы можете вернуться и чуть-чуть докрасить там, где не легло. Если вот махать вот так по всей поверхности, то получится, что яркие места еще усилятся, бледные все останутся все еще бледными. Поэтому надо осторожно. Там, где пальцы скользят, надо либо положить диск, либо протереть, чтобы было видно, где работать. Если вдруг упала капля, вот как сейчас у меня, то тогда я не лезу туда, где могу испортить. Я просто уношу ее и прокрашиваю межресничку, чтобы не тратить время зря на стирание. В межресничке я ориентируюсь по ощущениям. Вот пальцы левой руки стоят прямо рядом с местом работы, и я ими ощущаю, что я нахожусь постоянно в коже, что я не машу в воздухе. В межресничке можно делать штрихи, как вот вертикальные, как я сейчас, как по росту ресниц, так и горизонтальные вдоль ребра ресничного. Вот у носа, вот здесь вот место, где надо черным плотным прокрашивать, сходить на нет прям вот к внутренней части, вот прям к вот этому каялу, не по внешней части. На внешней части мы в лучшем случае дымку дадим. Четкой толстой линии не должно быть вот в этой части, где глаз у носа, где ресницы заканчиваются. И нужно постоянно проверять, протирать
посмотреть, где легло, где не легло. Я подрисовываю, вот это микробраш, он одноразовый. Вот это гелевая паста, она просто вот капелька выдавлена мне на перчатку. Это все одноразовое. Ни в коем случае не лезьте в поврежденную кожу чем-то многоразовым. То есть у каждого клиента должен быть индивидуальный набор его вот, пигментов, инструментов там и прочее. Вот здесь у меня сейчас потерялась вот эта линия внешняя на глазу. Здесь отека нету вообще, поэтому для себя я отмечаю, ну так как здесь площадь большая прокраса, видно? Отек обычно случается вот по ребру, когда вы работаете вот в этой части. То есть мне для себя надо найти вот этот вот кончик стрелочки, потому что вот здесь он потерялся, и толщину. Вообще по отеку работать, не работать, а исправлять что-то нельзя. Обычно это нельзя делать, если у вас стрелочка. Если стрелочка, она имеет толщину небольшую, и вот в этом месте отек максимальный, вот на ребре межресничном. И вот если здесь начать толще, тоньше делать, то можно сделать асимметричные сильно, либо сделать слишком толстый. Но вот у нас тени, и я сейчас исправляю, не исправляю, а подрисовываю вот только вот эту толщину на веке, на самом, вот на подвижном. На нем отека не бывает. Смотри. Ну, это еще сейчас, смотри, вот это все не докрашено. Вот здесь сейчас зеленый волью, вот это вот и вот это коричневым сейчас проработаем. Ну, вот она линия, видишь? Получается, я вот этим пальцем от себя тяну, а вот этими двумя немножко выворачиваю, тоже натягиваю, фиксирую. Потому что вот в этом месте у носа самое оно чувствительное, одно из самых чувствительных, ну и страшно обычно. И начинает глаз дрожать, и сложно вот добраться вот в эту часть, скрытую кожей, вот, особенно на нависающих веках, при нависающих веках, тогда прям сложно добраться. А надо. Прокрасить надо прям до последней реснички, чтобы если вот она посмотрит наверх или вообще при открытом глазе, чтобы не было ощущения, что там чего-то не хватает. Вот здесь, когда вот появляется на черной растушевке такие пустоты местами, их можно хорошо сравнять с помощью вот коричневого. Мое движение сейчас к себе в одну сторону. Назад я возвращаюсь в воздухе. То есть я в коже, в воздухе прохожу назад. Он такое маятниковое, легкое. Получается, я как бы в кожу вхожу на вылет, выхожу на вылет. Короче, вы должны убедиться максимально, что все прокрашено одинаково. Потому что иногда из-за мелких кровоподтеков где-то кажется темнее, где-то светлее. Это осложняет, конечно, работу. На веках они случаются, такие микрогематомки. Прежде чем вливать цвет, вот этот светлый, надо очень хорошо промыть носик машинки, чтобы он перестал прям рисовать темным пигментом. Я, получается, такими легкими штрихами вливаю вот по верхней части. Это и сделает чуть-чуть воздушней, что ли, не такой тяжелый, и немножко изменит оттенок. И будет цвет этот зеленый, он везде будет по чуть-чуть, по внешнему контуру, но это акцент будет над радужкой. И постоянно надо протирать, проверять, ложится, не ложится, немного ли. На коричневый цвет, а здесь у нас коричневый и красноватый оттенок у кожи, которая травмирована. Так или иначе она краснеет всегда. Зеленый почти не видно, как ложится, поэтому всегда его без фанатизма. Когда заживет, он может оказаться слишком ярким цвет, поэтому на первой процедуре мы смотрим, как это выглядит. Он просто вливается и сливается с коричневым. Когда мы почти закончили процедуру, надо обязательно сесть и попросить клиента посмотреть наверх. Посмотри наверх. Тогда станет видно, вот везде ли прокрашено вот в этих местах труднодоступных у носа.
Бывает, что одна короче, одна длиннее, одна тоньше, одна толще, нам это не нужно. Вот когда кажется, что из-за отека хочется что-то расширить или сузить, из-за отека, если это произошло, то ничего не делаем, оставляем до коррекции. На веках вообще и на губах, если эскиз зафиксирован сразу, то ну вот, вы уже внутри него работаете. Если вы потеряли эскиз и садились в процессе, пока отек еще не пришел, ну, тогда еще можно. Но вот в конце процедуры точно исправлять по форме ничего не надо. Надо подождать, когда заживет, когда спадет отек, когда веко сожмется. Оно сейчас надуто, как шарик. Когда оно сожмется, оно станет и еще ярче вот в этом месте. Вот. И ну, по форме будет уже более понятно. И это же надо клиенту донести, что по отеку работать нельзя, иначе это может вылиться вам негативом. Единственное, ну, естественно, прокрасить можно, вот если где-то видно, вот так вот подвывернуть глаз, посмотреть по нижней части. Вот эта линия должна быть четко до каяла, вот где ресницы растут, вся прокрашена. Прямо она должна быть ядрено-черной везде. А вот в теле, как бы в теле стрелки самой, если какие-то пятнышки, вот уже лучше не исправлять, потому что это бывают пятнышки из-за микрогематомки такие, там очень много сосудов, и из-за них может казаться пятнистым. Короче, ждем, пока заживет, и потом на коррекции уже подправляем, исправляем, закрываем пробелы, если они есть. Чтобы попасть вот в этот уголок, надо оттянуть на себя и подвывернуть нижнее веко. И обязательно надо работать по сухой поверхности, потому что когда мокро, если пигмент попал, он растекается в лужу и становится сложно работать. И вот сюда добираться в самый кончик, не вытянув на себя, невозможно. То есть если я вот так вот вытяну, то здесь непонятно, кожная складка, она закрывает мне место работы. И очень часто, лежа во время работы, кажется, что все прокрасила. Сядешь, и становится понятно, что... И вот эта нижняя линия, она должна быть прям четкая, черная, густая такая. Вот у каяла она должна прям четкой быть. То же самое здесь. Я от себя натягиваю вот этим пальцем средним и подвыворачиваю, чтобы мне было хорошо видно вот эту поверхность. Вот она тут из-за особенностей строения века прям сложно добраться в эту часть. Если капнула капля и мне не видно, где работать, я ухожу из этого кусочка. Ухожу туда, где я могу работать и где безопасно, где мне надо прокрасить, если какие-то мелочи. То есть, если вам не видно, не надо работать. С этой стороны всегда сложнее попасть. Вот эта внешняя линия, она должна быть прям идеальная, четкая, без всяких заусенцев, загогулин. Мы закончили нашу процедуру на веках. Получается, у нас черная межресничка, немножко коричневого поверху и немножко совсем зеленого. Зеленый почти не видно сейчас, но, как я уже говорила, на травмированную, на покрасневшую кожу, если сделать очень много зеленого, если он бы был сейчас ярко видимым, то когда зажило, это могло бы выглядеть слишком зеленым, чрезмерно. Так как у нас не было цели сделать прям ярко-зеленые стрелки, мы немножко его влили, просто оттенок небольшой дали, чтобы не было прям коричневого. Ну, веки сложные, где-то местами я недовольна, потому что получились такие маленькие гематомки, и из-за этого кажется, что немножко пятнистые. Но я не буду перетемнять, я подожду, когда заживет, и на зажившую через месяц мы закроем пробелы, посмотрим еще по симметрии, потому что тоже вот этот глаз отек чуть-чуть сильнее, чем вот этот, и из-за этого кажется, что вот эту стрелочку хочется вытянуть длиннее, потому что ну, вот здесь вот как-то она вот прям смотрится более острой и длинной. Но мы не будем вот именно в симметрии, в кончиках ничего менять, чтобы не пришлось потом удалять. Поэтому вы должны обязательно и сами знать, что критично сильно менять что-то по симметрии во время отека нельзя.
и клиенту донести, чтобы у нее не было вопросов, когда глаз сдуется, когда отек сойдет и все встанет на место, либо, может быть, там останется какая-то небольшая симметрия, чтобы это для нее не было сюрпризом, и она понимала, что эта процедура как минимум двухэтапная, и коррекция нужна обязательно через месяц, чтобы сделать уже все идеально, потому что очень часто межресничка, она хоть и черная, вот сейчас полностью прокрашенная, но из межреснички часто выпадает пигмент, становится линия неровная. Поэтому, он должен быть прям черным и ярко видимым и ровным. Ну, ты все поняла, да? Коррекция наша все. Но уход у нас очень простой. Сейчас мы нанесем тоненький слой вазелина вот на внешнюю часть, чтобы просто не засохла она. Мы будем делать сейчас еще процедуру татуажа бровей. И через где-то 3 часа после процедуры она просто это все помоет либо мыльным раствором, легким очень, чтобы в глаз не попало, либо хлоргексидином протереть можно. И все, в принципе. Так же, как и брови, на сухую все там 5-7 дней, пока сходят корочки. Корочки не сдирать ни в коем случае. Не мочить, не размачивать, не пользоваться декоративной косметикой, не посещать бассейны и сауны, все как обычно. Этот, а также другие видеоуроки вы можете купить на нашем сайте PMU3, он будет в описании к этому видео. А также вы можете смотреть нас постоянно в Перископе, где мы онлайн-трансляции делаем каждый день и отвечаем на много вопросов, и задавать нам вопросы в соцсетях. Всем спасибо за просмотр, до свидания.